Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. У нас прогноз для весов. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить, представители знака зодиака Весы. С какой энергией вы войдете в сентябрь из августа? Что вас ждет в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья декада, и энергии, с которой вы выйдете из сентября в октябрь. Да, информация для весов тоже, что сентябрь будет сложный месяц. Практически у всех, да. Энергии, с которой вы входите из августа в сентябрь, здесь ложится шестерка ключей, карта называется «Растущая луна», и она у вас в прямом положении. То есть карта передает время увеличения, изобилия и роста. Ваши усилия объединены с внешними обстоятельствами, и даже как бы звезды вам помогают. То есть если в последнее время вы испытывали, может быть, финансовые трудности, то сейчас карта говорит: расслабьтесь. Для вас появляется отличная возможность для роста, реализации во всем. Будь то финансы, творчество, может быть, даже ваша репутация, авторитет. Поэтому просто выполняйте свою работу и будьте готовы к получению. Энергия первой декады сентября. Здесь ложится королева силы, но карта перевернутая. Королева силы может показывать женщину в вашей жизни с разбитой на куски энергии. Это может быть член вашей семьи, окружение на работе или другого рода отношения. Вы можете ощущать некоторые волнения или дисгармонию, а в некоторых случаях этот человек может не замечать вашего большого душевного интереса. Вообще эта женщина может неправильно использовать свою власть, влияние, может быть, критиковать вас, что негативно повлияет на ваши отношения с самим собой и с другими людьми. Если вы увидите такое поведение, то для вас наступает время говорить за себя. Постарайтесь установить границы и требовать уважения. Но если вы не в состоянии изменить то, как эта женщина к вам относится, то уходите от нее прочь. Но также эта карта может показывать вас или важную для вас женщину, которая может испытывать серьезный дисбаланс в энергии или, может быть, потеря чувства силы. Это могут быть времена, когда вы чувствуете себя оставленным во мраке и не знающим, что делать дальше. Здесь может быть потеря работы какой-то крупной компании, может быть что-то связано с наукой, преподаванием, с естественными науками, энергетика. Если вы являетесь королевой силы, то для вас наступает время восстановить вашу силу, ощутить вашу энергию, свет, который является частью вашего высшего Я. Получите ясность и двигайтесь к своей цели. Не позволяйте ситуации
выбить вас из центра. У вас хватит сил вернуть баланс в ваши мысли, в вашу жизнь. Поэтому просто возьмите на себя ответственность. Вторая декада сентября ложится 9-й старший аркан, это Архангел Михаил. Да, вот как раз у нас Архангел Михаил — это канал божественной силы. Это архангел, который несет нам силу мужества, и он может принести ее вам. Так как карта ложится перевернутая, она говорит, что вам нужно восстановить связь с вашим реальным источником питания. Да, Михаил у нас это канал божественной силы, и вот эта перевернутая карта указывает на растущее чувство утраты, слабости. Это может быть духовно, ментально или в других местах. То есть одной или более областей в вашей жизни могут быть сейчас неэффективны, и вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что вам делать, или как вам взять на себя инициативу, чтобы разрешить эту ситуацию. Ну, если это так, то карта говорит, пришло время рассмотреть все способы, чтобы в первую очередь восстановить вашу силу. Отпустите ваши старые представления об ограничениях, замените их новыми мыслями, идеями. И вообще карта говорит, занимайтесь теми делами, которые вы любите. Потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливым. Вот к Архангелу Михаилу жмутся вот эти дети, которые хотят получить от него поддержку, защиту и силу. И вот сейчас карта говорит, ваша душа жаждет, чтобы вы перешли вот от этого пугливого, робкого к решительному и действующему. Третья декада сентября. Здесь у вас ложится 5 ключей, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, здесь дом полная чаша. Здесь и явство, и вина, и цветы, и ключи, монеты. Ну и дом сам шикарный, и вид из окна потрясающий. Но карта ложится у вас в перевернутом положении. Она может показывать, что вы почувствуете, что ваши мечты где-то далеко. Но это не так все безнадежно. Просто вы должны работать, чтобы изменить эти обстоятельства. Ну, а также изменить вашу реакцию на них. Самое главное, не переходите в оборону, оставайтесь сильными, стойкими в ваших, даже самых, может быть, небольших победах. Самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными — это ваша внутренняя сила. Поэтому продолжайте работать над своими мечтами, и тогда они начнут работать для вас. И энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь, здесь ложится сезонная карта, это у нас Summer Winter, но она у вас ложится в позиции Summer. Summer — это лето. Ну а лето — это время великой активности, несмотря на то, что у нас осень наступает. Здесь для вас сообщение начинать. Это может быть профессиональный рост, реализация ваших личных целей, или получение больших знаний, или планирование больше каких-то дел. Или, может быть, карта говорит, начинайте то, что вы хотели реализовать. Но также вы можете подумать, какие ваши действия, перспективы могут привлечь в вашу жизнь новый роман или улучшить уже существующую любовную сторону вашей жизни. Также это время идеально, чтобы создать счастливую, любящую энергию и как бы спроецировать ее наружу, чтобы мир мог ее увидеть. Но и не удивляйтесь, если, может быть, поездка или путешествие у вас состоится. Эта карта подразумевает какое-то хорошее перемещение, так что будьте готовы. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего хорошего.